Наша поездка была бы далеко не столь насыщенной без поддержки компании ВМП Авто, среди множества продуктов которой есть новинка – Валера. Проникающая смазка с уникальными свойствами, эффективно преобразующая ржавчину и заменяющая целые серии аналогичных продуктов. Прикипела? Есть Валера. В предыдущей серии Dream Road Японии мы с небольшими приключениями добрались до городка Матеги, чтобы посетить одноименную гоночную трассу, а также музей Honda Collection Hall, из которого я постарался вам рассказать историю бренда Honda Motor Company. Сегодня мы еще немного погуляем по музею, выберемся на трассу и попробуем добраться домой. К сожалению, в мотоциклетной истории Honda, тем более в гоночной истории, я не силен, поэтому давайте сейчас просто пробежимся и посмотрим, что здесь есть. Это первый мотоцикл, который поучаствовал, вообще первый мотоцикл из всех японских, который поучаствовал в интернациональной гонке, 54 год. То, о чем ты рассказывал. Да. Они все поржали, они приехали. Да, что они приехали на Лиман, приехали посмотреть, типа, что вообще происходит, что за гонка на Лимане. Ходят, снимают, к ним подходят, спрашивают, а что вообще здесь забыли, что вам здесь надо? Они говорят, а мы в следующем году выиграем эту гонку. Народ поржал, они ее реально выиграли. Увы, эта история лишь байка, либо Витю подвела память. Сейчиро Honda в 54-м действительно приезжал на Tourist Trophy зрителям, но кубок конструкторов они завоевали в 59-м, причем не выиграв ни одной гонки. А победы в личном зачете к ним пришли лишь в 61-м, зато их было ой как много. Первый двухвальный четырехцилиндровик, 59-й год. Это все мотоциклы класс 250 старые, 60-е годы. 63-й год, аж 164. Два титула, между прочим. Два титула All-Star GP. Победитель 7 из 8 гонок чемпионата мира. RC 174, 67 год. Здесь выиграли и Isle of Man, и выиграли чемпионат в Кубке конструкторов, и выиграли чемпионат в личном зачете. Стоп, а что за Фредди? Фредди Спенсер. Фредди Спенсер по прозвищу Быстрый Фредди на самом деле был одним из величайших мотогонщиков 80-х. Пиком его карьеры был 1985, когда он стал победителем чемпионата мира сразу в двух классах – 250 и 500 кубических сантиметров. Единственный в истории, кстати. Живет и здравствует в Лас-Вегасе и по сей день. Да ладно, серьезно? Мотоцикл был создан специально для Фредди Спенсера для сезона 84 года. Выхлоп расположен там, где обычно находится топливный бак. Не совсем понимаю, здесь так написано, но... Слушай, так нет же заливной горловины. Там реально выхлоп, походу, проходит. Да, в НСР 584 бензобак находился под двигателем. Конструкция была интересной, но не очень надежная. Количество топлива в баке сильно влияло на управляемость, так что от такой конструкции отказались. Обалдеть. Ой, да, сюда ж нельзя заходить. Ну вот эти цвета мне уже как-то более знакомы. Выиграли чемпионат в личном зачете, 87 год Road Racing. 93 год выиграл 7 из 14 раундов в 250-кубовом классе. То же самое Road Racing World Championship доминировал в 97 году. Красивый мотик. Ну здесь уже более свежий. 2001 год, 2002, здесь 84. World Endurance Series. MotoGP класс 2003 года, 7 мотоциклов в 4 командах, выиграли 15 из 16 гонок. И производители, и личный зачет за ними. Валентино Росси. Вот этого чувака я слышал о нем, да. Еще бы ты о нем не слышал. 9-кратный чемпион и 6-кратный вице-чемпион мира в разных классах. Так, здесь кроссовики у нас. 72 год. Первый двухтактный мотокроссер. Ну, это триал. Я смотрел как-то мототриал, что-то не очень впечатлило. Это мое личное мнение. Это же эти какие-нибудь дакаровские, скорее всего, байки. Endurance. Да. NXR 750 доминировал в ралли Париж-Дакар, видимо, 89 года. 4 года подряд победитель. Обалдеть. Королева пустыни.
Слушай, а это ведь настоящий. Смотри, он весь покоцанный. Для понимания, во многих музеях различные машины и мотоциклы, особенно гоночные, выставлены в виде реплик, а не оригиналов. Мы еще в дальнейшем с этим столкнемся. Выиграла в своем классе Гранада Дакар и финишировала 5-я в общем зачете. Закончив пробег по залу мотоциклов, давайте пройдемся по залу автомобильной гоночной истории. Это зал с гоночными автомобилями Honda. Я тоже не силен, особенно в старой истории. В более современной, естественно, я знаю, что за Макларен Honda ездил Айртон Сенна, я за него болел вплоть до его смерти. Но в остальном я не сильно прошарен, поэтому давайте точно так же посмотрим, что здесь есть. Купер T53 Climax. Машина была куплена Хондой как часть его собственных... Это предшественник всех хондовских формул. Да, японцы купили это шасси и разобрали его буквально по винтикам, а затем создали свою машину. 64 год, первая Формула-1, Рэй 271. И шасси, и мотор, сделанный Хондой, дебютировала в западногерманском GP 6-й раунд 64 года. Сертис, это у меня уже более знакомая фамилия. Джон Сертис, да. Меня, по-моему, даже ругали за то, что я неправильно его произношу. По-моему, Сертис. Джон Сертис, кстати, в англоязычных источниках встречается разное ударение. Единственный в мире гонщик, ставший чемпионом мира и в Формуле-1 в 64-м, и в мотогонках в 56-м и с 58 по 60-й. Но не за Хонду, а за Феррари, за МВ Агуста. Боролась против Купера, Брэбхэма, Лотус, Игл и Феррари до 7-го раунда. Ну, в общем, видимо, ничего особо не завоевала. Не сильно блистали. Пока они что не сделали? Не прикрутили турбину. Так. РА-300, вторая победа. Дебют на итальянском городе. Ну, вот, собственно, Джон Сертис, он победил на ней. Ах, какие тапочки знатные. Рэй-301. Логическое продолжение Рэй-300. Участвовала в американском гран-при 68-го, 11-й раунд Формулы-1. Квалифицировалась 9-й, финишировала 3-й. Я все-таки поражаюсь, насколько, реально без преувеличения, насколько героическими и чокнутыми были гонщики формул старых. Ну это пипец, прикинь, в такой колымаге ездить. И там ездить, они реально валили под 300. Вон, максималка свыше 270 км в час. Джек Брейбан ездил на этой машине. 11 гонок подряд в Европе выиграли в 66-м году. Это Формула-2, это не Формула-1. Брейбан Honda BT-18, ну это тоже Формула-2. Чемпион серии, победитель тоже Евро. Это, короче, все Формула-2. Ну, вообще, Honda немало побеждала в Формуле-2, особенно в 80-х. Рассвет, рассвет второго пришествия в Honda Формула-1. 83 год. Для финальной гонки сезона Honda начала делать моторы для Вильямса. И появилась команда Williams-Honda. Вот эта тачка Мэнсела, стопудово. Williams-Honda FW09. Кике Росберг ездил на этой машине, между прочим. Не Нико, а Кике. Сотрудничество команды Фрэнка Уильямса и Honda в качестве поставщика моторов привело к 2 кубкам конструкторов в 86-м и 87-м, а также подарило корону чемпиона мира Нельсону Пике в том же самом 87-м. Тем не менее, год 88-й Honda начала уже с другим партнером. О, парни. Это машина Айртона Сенна, между прочим. Победитель 15 из 16 гонок. Это машина именно Айртона Сенна. Блин, обалдеть. Мне мурашки бегать начинают. Рекорд по количеству побед Гран-при за сезон. Выиграли, естественно, и личный зачет, и командный зачет. Ой, конкретно эта машина, как я понимаю, это победитель бельгийского Гран-при. И пилотировал ее сам господин Сенна. Я, на самом деле, когда мы снимали немецкий Dream Road, там в одном из немецких музеев, немецкий Dream Road отрелизим чуть позже, там была машина Алена Проста, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Ну, давай тогда уже вспомним, что Айртона Сенна называли человеком дождя. Да, этот великолепный MP4-4, ставший самым успешным болидом Формулы-1 всех времен, подарил нам и одно из лучших автоспортивных противостояний в истории – Алена Проста и Айртона Сенна. Сенна на нем стал чемпионом мира 88-го, Прост был вторым в 89-м, на следующем Макларене MP4-5 победителем стал уже Прост, Сенна был вторым, в 90-м и 91-м снова победил Сенна, став трехкратным чемпионом мира. Эх, круто было.
Сатору Накаджима. Это для Лотуса они делали, понятно. Сатору Накадзима стал первым полноценным пилотом в Формуле-1 из Японии. Правда, серьезных успехов так и не добился. Да, я угадал. Машина Найджела Мэнсела, между прочим. Я помню, как этот америкос, он еще ругался с конструкторами, что он, в общем, не помещается в кокпит в каком-то одном из годов, что он слишком здоровый. Ну, так-то Мэнсел не американец, а англичанин, но жег он в конце 80-х, начале 90-х знатно. Что в эпоху Уильямс Хонда, что в эпоху Уильямс Рено. Стал чемпионом в 92-м, да и в Америке неплохо погонял, став чемпионом и там в 93-м. Тогда это было круто, конечно. Это годы моего лютого увлечения Формулой-1. Это S800, это вот на базе первых машин. Это CRX гоночный, или это Civic. Эта тачка была в Гран-туризмо, точно помню, в одной из серий. Этот Civic гонял в группе А в Туринге с помощью компании Mugen, в которой мы еще побываем. Его мотор был раскачан со 110 до примерно 200 лошадиных сил, оставаясь атмосферным. В 87-м он выиграл все гонки, в которых участвовал. Honda Accord SIR, кстати, Race Spec Car, 96-й JTCC. Первый год, в который ездил этот Accord, получается, видимо, 96-й, они выиграли 6 из 12 раз. А вы знаете, кто его пилотировал, господа? Его пилотировал никто иной, как Наоки Хаттори. Вот он откуда в бестмоторинге всех учил правильной езде на переднеприводных машинах. Один из постоянных ведущих бестмоторинг участвовал в огромном количестве гонок не только на родине, но и в мире, включая Формулу-1, 24 часа Лимана и Индикар. NSX, это NSX для Лимана. Ездила в классе GT2. В 63-х 24 часах Лимана. Были сложные мокрые условия, невероятно себя показали и выиграли в своем классе впервые для японского автомобиля. И пилоты подозрительно знакомые. Да я и здесь увижу. Я думаю, здесь, в общем, вопросов нет. Такахаси, Цучия и Иида. Еще один NSX. А вот на этом товарище, знаете, кто ездил? Такую Куросава. Блин, вот так вот ходишь, и реально, на них ездили чуваки, которых мы переводим периодически. Это из JGTC, Japanese Grand Touring Car. Вот на этой, наверное, тоже Цучия ездил, почему-то мне сдается. Не угадал, Рио Митигами. Тоже был он в бестмоторинге. А сам он Агата, GT Championship Specification. Но это опять из All Japan. Не понял, а это Индианаполис, что ли? Да, это из Индикара машина. Выиграла первых 4 раунда в 96-м году, а потом выиграла из 16-10. Обалдеть. Как результат, выиграла все три коронные серии. Производитель, PPG Cup пилота и новичок года. Пилот Джимми Вассер, не знаю такого, к сожалению. Поправочка, это серия карт, у них там была история с разделением. И Honda, ох, как неплохо там себя показывала. В 96-м, 98-м, 99-м и 2001-м победы в Кубке конструкторов. И 6 подряд чемпионств в личном зачете с 96 по 2001. Это тоже Индикар, судя по всему. Да, Инди 500 2004 года. Бадди Райс стартовал с полпозиции в 2004 году. И первая победа в Инди 500 для Honda. Ну да, это уже более современные модели. 2008 год. Honda RS-108. Дженсон Баттон на ней ездил, да-да-да. И на этой Дженсон Баттон ездил. Бар Honda. Такума Сато. И здесь Такума Сато. Напоследок мы еще раз пробежали очень быстро, так как музей закрывался по залу стоковых автомобилей. Ну, вот такие у нас еще по дорогам ездят до сих пор. Обратите внимание, что все ниппелями вниз, и значок Honda везде ровно. Все четко. Ровно. Там просьба не сидеть. Да. А лежать можно? А если выкинуть эту табличку? Скажи, что это так и было. Инсайт я на самом деле видел только в Гран-туризмо. Ой, да, в Гран-туризмо я его видел. И он по картинкам, я думал, что он больше. Ну, такое себе забавное, конечно. Между прочим, товарищ Сеичиро Honda придумал не только кучу всего с моторами, с подвеской, вообще много всего придумал в машинах. Ага, например, в 82-м Honda первой среди японских компаний разработала и установила антиблокировочную систему тормозов. В 86-м они создали первое в мире полноуправляемое шасси для серийного автомобиля. В 87-м первыми среди японцев установили пассажирские подушки безопасности. В 88-м придумали ВТЭК, в 89-м установили противобуксовочную систему и в 90-м придумали вот это. Он был тем, чья компания придумала первую автомобильную навигацию.
То есть вот тут прямо прописано, что это веха в инжиниринге и в компьютеризировании машин. Там обратить внимание, что это не LCD-монитор. Ну да. Электронный лучевой, там трубка, блин. Класс. Напоследок, перед закрытием, мы увидели, как во дворе оживляют один из музейных экспонатов и пошли к выходу. Мы успели отснять последние кадры ровно перед тем, как музей закрылся. И сейчас мы сидим на абсолютно пустой парковке рядом с музеем и думаем, что нам делать дальше. Вообще, если вдруг кто не в курсе, музей находится на гоночной трассе Twin Ring Motegi. Музей сам закрылся, но трасса открыта. Сейчас мы попробуем куда-нибудь заныкаться, наверное, и что-нибудь поснимать. Что, господа, не все знают, что Honda Collection Hall находится фактически прямо на трассе Twin Ring Motegi, которая прекрасно знакома поклонникам Best Motoring. И нужно было пройти буквально 200 метров. Гоночный комплекс Twin Ring Motegi начали проектировать в 1985-м, а открыли аж в 1997-м. И да, его тоже построила Honda. Сооружение состоит аж из 13 разных трасс и площадок. Овальный трек является единственным в Японии. Он был построен для работы над болидами американских серий, и используется он тоже аж один раз в год для гонок карт. А также здесь единожды проводили этап NASCAR. В целом же трасса активно используется для различных кольцевых серий и часто встречается в гоночных играх, но она менее известна, чем Fuji, Suzuka или Tsukuba. Сейчас там была полная пустота и тишина, кроме одинокого тапка, гоняющего по овалу. При этом комплекс открыт, работают туалеты и все такое. Мы было собрались полетать на коптере, видя, что никакой охраны нет, но это было ошибкой. Это эпик фейл. Я когда еще связывался с Honda Collection Hall, я спросил, можно ли снимать на трассе. Они сказали, нельзя. Мы заходим, никого нет. Я такой думаю, сейчас полетаем, поснимаем. Что вы думаете? Откуда-то вылетели две вороны и начали реально атаковать Мавик. А это Мавик чужой, это парни из ЛКМ, мне его дали. Я думаю, пипец, сейчас мы долетаемся. Короче, на Twin Ring Motegi, походу, находятся боевые вороны, которые его охраняют. То есть, я даже ничего снять не могу. Там он народ какой-то гоняет, а мне страшно, потому что ворона реально вот здесь. И они реально огромные, у нее размах крыльев в 1,5 раза больше, чем у Мавика. В общем, плюнув на съемки, мы отправились искать, как отсюда уехать, и поняли, что никак. Никакого транспорта и людей. Увидев единственный проезжающий мимо кейбусик, я чуть ли не под колеса к нему кинулся, и тут... Что называется, где-то не везет с воронами, а где-то везет просто нереально. Вокруг трассы ни единого человека, вообще никого, абсолютно пусто, только боевые вороны летают. И мимо нас проезжает единственная машина, я начинаю размахивать руками. Нам надо отсюда как-то выбраться, идти пешком 5 километров. Это просто пипец. И, короче, в этой машине сидит тот же самый дядька, который нас отвозил на грузовичке. Он нас подобрал и везет в Мотеги, прямо к станции Мотеги. Вот это вот называется реальное везение. И нам повезло на самом деле еще в одном. Нам повезло 3-й раз, то, что мы ошиблись дорогой и пошли не в те ворота, потому что до них идти 4,5 километра, а те ворота, которые были открыты, до них 8 километров идти, и от них, соответственно, мы вышли 8 километров. Просто прям слезы. В общем, этот милейший дедулька привез нас прямо к отходу нашего рельсового автобуса, а доехав вместе с кучей японских школьников до той самой станции среди рисовых полей, где нам нужно было сесть на автобус обычный, мы выяснили еще кое-что. А теперь, народ, самый главный прикол. Нам повезло в 5-й раз. Вот это время, сейчас 18:40, вот это последний автобус. И потом мы бы никуда отсюда не уехали. В общем, ждем последнего автобуса, едем до Уцуномии. Ну, а тут Уцуномии мы уж на Синкансенах как-нибудь доберемся. Виктор Михайлович, тебе есть что сказать? Ура! Ура ты, дома! Ура ты, скажешь, когда мы дома будем. Господа, вы смотрите на двух совершенно счастливых идиотов, которые чередой невероятных совпадений. То есть, если бы на нас не напали боевые роботы, боевые вороны Twin Ring Motegi, мы бы не уехали оттуда раньше. Если бы мы не уехали оттуда раньше, мы не напоролись бы на этого детка еще раз, который нас отвез буквально к отходу вот этого трамвайчика. Мы
просто сели и поехали. Если бы мы не успели на тот трамвайчик, если бы он нас не отвез, мы бы не успели на этот, мать его, последний автобус отсюда. Вот. Автобус, между прочим, совершенно пустой. Мы едем в гордом одиночестве. Вот, сейчас доедем до Уцуномии. А до Уцуномии уже на Синкансене без проблем, слава богу, можно доехать до Токио. В общем, наши приключения на сегодня вроде бы закончились хорошо. Виктор Михайлович, вам есть что сказать? Жрать хочу больше. Это все. Мы как-то забыли про наши ежевечерние посиделки с Валерой. У нас сегодня в цивильном виде, в халатике, все дела. Витя говорит, что это гюдон. Это рис и вроде как мясо. Просто голый рис. Блин, он вообще специи нет, короче. Ну, для понимания, мы закупаемся в 7-Eleven. Прям там есть микроволновки, в которых мы эту еду разогреваем. Слушай, ну такое себе. Я взял какой-то тортик, а Витя взял козьи шарики. Не козьи, а миндальные. Нет, я хотел сказать, что это похоже по вкусу на Прагу. Не, нифига не похоже. Какая-то... Ну, короче, просто шоколадный тортик такой. Делись, хоть чапкой. Печенье в сахарной пудре. Миндаль. Витя купил какую-то фигню, я утверждаю, что это кофе. Он долго сопротивлялся, но уже придя домой, он согласился, что походу да. Вот. А я купил очередное бухлишко, на этот раз мандариновое. Наверное. Попробуем. Че как? Тут инструкция. Стряхните 7 раз. 7 раз? А если Да. 8 стряхнешь, что-то? Испортить. Вкусняшка. Она вообще легкая, тут 3 градуса, короче. Лимонад по большому счету. У тебя написано что-то кофе, там орехи, шоколад. Это просто кофе с желе каким-то. Валера, знал бы ты, что у нас сегодня было? Жалко тебя не было. Да, жалко тебя не было. Я думаю, что мы, с завтрашнего дня начнем тебя возить с собой, и ты будешь нашим талисманом. Хотя хрен его знает, нам сегодня столько раз везло, что, по-моему, не знаю, может быть, с тобой будет вести еще больше, на нас не будут нападать боевые вороны. Мы будем отстреливаться. А на сегодня мы заканчиваем нашу трансляцию. И, собственно, все, как я и сказал, завтра едем в музей Субару. Все, спокойной ночи. В следующей серии Dream Road Япония мы отправимся с официальным визитом на завод и в музей Subaru, а также немного погуляем по Токио.